Химиотерапия — это редкостный кошмар. Я ее вспоминаю как страшный сон. И сейчас я вам расскажу все, что было от первой химии и до последней. Всем привет! На моем канале уже есть видео о том, как мне поставили диагноз лимфома Ходжкина, что со мной происходило, первый визит к врачу, первые симптомы и вообще вся история до первого вливания. Итак, первая химия прошла достаточно легко. Первый день я вообще не чувствовала никаких изменений. Со второго началась просто адская диарея. Я уже поставила стульчик и вот так вот спала в туалете, понимая, что я могу выйти просто на 10 минут, а потом опять туда на полчаса возвращаюсь, и это было круглосуточно. Но 3 пакетика смекты, и я уже как бы пришла в себя, и до следующей химии достаточно было легко. На второй химии, тоже первые пару дней я чувствовала себя очень хорошо. Потом начались тошнотики, легкие такие, неприятные. То есть то есть не хочется, то ищешь что-то такое съесть, чтобы вот... То есть тебя и не тошнит, такое какое-то недомогание. Я спасалась мороженым, хорошо помогал щербет кисленький. А Потом, когда прошла вторая химия, я уже жду третью химию. Сдаю кровь, у меня уже упали нейтрофилы. Пришлось идти на первый укол. В России это лейкостим, здесь он называется Нейпоген, либо Зарзио. Вот. Первый укол, он был в плечо. Я всю ночь ворочалась, я просто просыпалась от дикой боли в пояснице. Уже пыталась как-то вот в такой вот позе спать, выгнув позвоночник. Думала, может быть, хоть как-то эта боль пройдет. Было тяжело. И первую ночь, и вторую. Когда уже поехала на химию, врач посмотрел на мой анализ крови, то, что там нейтрофилы были где-то 0,6 или 0,7, очень низкие. Несмотря на то, что у меня был укол, он даже не стал мне брать кровь, просто отправил на второй укол, сказал, через 2 дня приедешь на химию. Но уже эта ночь прошла легко, уже не было этой боли. То есть и последующие уколы лейкостима Нейпогена тоже проходили очень легко, уже безо всяких побочек. То есть тяжело именно первый укол сделать. После третьей химии, третья химия — это получается второй цикл, первая, тоже какие-то тошнотики, уже начали слегка выпадать волосы. На первом курсе они не падали, но уже стало вот так вот, я причесываюсь, и волосинок по 20, скажем, таким этим выпадало. Третья, значит, химия, четвертая химия, это последняя второго курса. Тоже как-то, я же считаю, легко прошли. Да, есть какие-то тошнотики, 3-4 дня, потом ты приходишь в себя и уже живешь полноценной жизнью до следующей химии. После чего я поехала на ПЭТ. По ПЭТ мне поставили по шкале Дёнвеля 1 балл. Это значит, что исчезло вообще все, ничего не светилось. Все мои лимфоузлы, наши их было около 30 по 36 миллиметров, они исчезли все полностью. Средостение было 11,3 сантиметра в диаметре, такое огромное, из чего я задыхалась. Исчезло полностью, то есть никакого фиброза, ничего нету. Но врач сказал, что делаем еще 2 цикла, то есть еще 4 химии. Он объяснил, что есть так называемые спящие клетки, которые не светятся, никак себя не проявляют, но они могут неожиданно проснуться, и поэтому высокий шанс рецидива. Поэтому нужно долить, чтобы это все добить, и уже отпустить меня с спокойной душой, скажем так. Вот. То есть, если изначально по размеру моей опухоли врач говорил, что будет где-то 4-6 вливаний, а на втором исчезло все полностью, все равно тебе эти 4-6 вливаний доделывают. То есть, как бы быстро ты не вылечился, больше химии можно, меньше нельзя. То есть, сколько сказали изначально, столько и будет. Вот. С химией 3.1 стали очень сильно выпадать волосы. С такой скоростью, что я причесываюсь, и у меня просто огромная прядь в руках. Вот. Я даже не знаю, насколько сейчас это будет видно, но здесь вот все прям светится. Я подкрашиваю пудрой. И было уже тяжело. Появилась горечь во рту. Я ходила со стаканчиком, постоянно сплевывала. И мне кажется, уже дней 9 я просто лежала. То есть 9-10 день прихожу в себя, уже пора идти быстро сдавать кровь и снова выливаться, и снова ты лежишь эти 9-10 дней. Значит, химия 3.2 тоже прошла тяжело, со стаканчиком, волосы адски сыпались.
И вдруг одним днем между третьим и четвертым курсом они просто перестали выпадать. То есть я расчесываюсь и понимаю, что у меня, как у обычного здорового человека, там 3-5, ну максимум 10 волосинок на расческе. Это, конечно, очень удивило и порадовало, что весь четвертый курс, весь месяц они уже не выпадали совсем. Но химии прошли очень тяжело. То есть я даже видео никаких не записывала целый месяц. Я лежала уже, мне кажется, дней по 11. То есть только я встаю, идешь ты опять на новую химию, и ты опять все время лежишь. Значит, последняя химия 4.2, то есть я завершила и химиотерапия была 11 дней назад. Вот только сейчас вот я встаю, и уже нету этих хотя бы тошнотиков, волосы не выпадают. Самочувствие уже тоже более-менее нормальное. Единственное, я замечаю тахикардию. То есть, если я поднимаюсь на второй этаж, у меня уже учащенное дыхание, мне постоянно хочется посидеть. То есть, вот я прогулялась в парке, наверное, метров 700, села, минут 10 отдышалась, и сейчас в тишине под пение птичек записываю вам видео. Врач также сказал, что, несмотря на то, что ничего не осталось, нужно будет делать лучевую. Лучевую назначают, если изначальное образование больше 10 сантиметров, в моем случае это 11, либо если конечный фиброз больше 1 или 2 сантиметров, я точно не помню. Я была на первом сеансе у радиолога, здесь она называется радиотерапия или зраченье, ну и, как я понимаю, специалист это радиотерапевт. И мне сделали разметку, татуаж, то есть положили вот так вот в аппарат КТ, компьютерная томография. Сначала нарисовали маркером, а потом взяли татуажную машинку, говорят, не боитесь? Я говорю, да не знаю, у меня же есть татуаж. И сделали разметку. Сейчас попробую показать. У меня своих родинок много, но они решили мне их еще добавить. Значит, вот первая, насколько видно, черненькая такая. Здесь у меня биопсия, шрам. Вот вторая. С этой стороны тоже такая точка. Ну, черная это маркер, он сотрется. А точка это мне уже подарили такую родинку. То есть ее либо ремувером, либо лазером нужно будет стирать. То есть, ну, как татуаж, она как минимум года 4 сама точно продержится. И одна на животе. Вот насколько видно. Такая вот точечка. Не знаю зачем, но как-то им понадобилось и живот разметить. Вот. И сказали уже ждать звонка, сообщат, когда приходить на эти процедуры. Я еще не знаю ни сколько их будет, ни какой мощности. Все, видимо, позже расскажут. И уже запишу тогда видео о том, какие эмоции испытываешь на этой процедуре. Что я уже начиталась, что там и маску какую-то одевают, и звуки страшные, пугающие. Но об этом потом. Пока что я вот только прихожу в себя от химии. Иногда как фотка какая-то попадется, мне уже прям дурно, уже такая трясучка начинается. Ну, что могу сказать тем, кому это предстоит? Запаситесь смектой, запаситесь чем-то кисленьким. На самой химии, когда вливают дексарубицин, это такой розовая бутылочка, очень неприятный вкус во рту, горечь какая-то. То есть обязательно нужно сесть с какой-то конфеткой, потому что, ну, очень неприятно. Я даже просила у сестер пластиковый стаканчик и просто сплевывала вот эту вот горечь, которая во рту. Когда капают декарбазин, его должны обязательно закрывать в мешочек, он светочувствительный. То есть все проводочки, вся эта фляжка, все должно быть закрыто. Но от него очень сильно болит рука. То есть она прям как-то и жжет, вот как будто вену колет, как будто ну, очень неприятное ощущение. Это тоже нужно перетерпеть. На последней химии я сидела с яблоком. Я вот так вот сидела и дышала яблоком. Наверное, часа 2 я его просто нюхала. Скажу честно, мне это помогло на химии. То есть, ну или какой-то фильм берите, чтобы отвлечься, потому что, ну вот если постоянно вот эти вот эмоции на них смотреть, на эту руку, как это все капает, это очень, конечно, выматывает. Нужно какое-то отвлечение. Еще от тошноты мне помогало острое. Я сама приготовила дома кимчи, постоянно заваривала роллтоны, вот острые-острые, и просто чайной ложечкой медленно-медленно пила этот бульон. То есть
Кому что, уже приспособитесь. Главное это все пережить, волосы отрастут, тошнота пройдет. Я забыла рассказать про самую главную побочку, которая нервирует просто больше всего. Это отупение. Мозг просто отказывается работать. Это сейчас, мне кажется, я уже говорю так быстро, уже как-то вот и слова находятся. Хотя на самом деле я торможу, я это чувствую. Но еще месяц назад, когда я пробовала записать какое-то видео, я поняла, что я без запинаний не могу даже с листика прочитать. То есть ты вспоминаешь слова, ты что-то сказал, ты думаешь, что ты сказал. То есть отупение полнейшее. Я даже прихожу к врачу и говорю ему, что мне кажется, после химии мне стало тяжело думать. И он смеется, он понял это. Действительно, мне кажется, у всех так. Я понимаю, что не могу прочитать без запинок. То есть хотела записать видеоролик и понимаю, что я смотрю на камеру, и я не понимаю, что сказать. Я просто забываю, что я хотела сказать. Максимум, что я могла запомнить, это первые, там, не знаю, 5 слов. А когда пыталась, думаю, ну, сейчас с листика прочитаю, потом наложу на картинку, я понимаю, что я не могу читать без запинаний. То есть 2 слова «два слова пауза». У врачей, особенно вот на Черногорском, я вспоминаю слова, я забыла полностью грамматику, для меня там времена, окончания, падежи, это вообще ничего не существовало, то есть я просто поняла, что я как зомби какое-то. С этим очень тяжело, конечно, смириться, мозг медленно-медленно начинает как-то восстанавливаться. Но я общалась с людьми, кто закончил химию 3-5 месяцев назад, и они говорят, что до сих пор тяжело восстановиться, что мозг восстанавливается медленно достаточно. Тем более никакие витаминки, ничего пить нельзя. В такую красивую оливковую рощу забрела. Сейчас вам покажу. Ежевика тут растет. Не знаю, почему никто ее не собирает. И маслины тоже никто не собирает, хотя уже сезон. Смотрите, еще одна. Что это за зверь такой? Они так резко перебегают дорогу, что я не успеваю даже снять. А это замерла. Вот, я стою буквально в 5 метрах от нее.
но самое главное, что вылечится и все будет хорошо. В общем, на связи, до новых встреч. Расскажу, как будет дальше проходить лечение. Всем пока!